Привет, друзья! Сегодня в Германии обсуждают неожиданные решения и события. Добыча редких металлов на дне океана, налоговые льготы на сверхурочную работу, свежий рейтинг партий, новые электромобили от Mercedes, испытание системы оповещения в Германии, скандал с залогом за бутылки. Все эти новости напрямую касаются экономики, политики и даже нашей повседневной жизни. Оставайтесь до конца, будет интересно сравнить, кто выигрывает, кто теряет и что это значит для будущего Германии. Подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в курсе самых важных последних событий. Итак, в Германии растет интерес к добыче редких металлов со дна океана. И многие видят в этом большую возможность. Проблема в том, что страна сильно зависит от импорта металлов вроде никеля, кобальта, меди и марганца, нужных для аккумуляторов, электроники и перехода к зеленой энергетике. С 2006 года Германия владеет правом на исследование в зоне под названием Клариан-Клиппертон в Тихом океане, место, где на морском дне есть скопление так называемых манковых узлов. Эти узлы содержат необходимые металлы, и эксперты говорят, что они могут стать важным источником сырья для Германии. Министерство и научного учреждения, в частности Федеральное ведомство геонаук и природных ресурсов Германии и Федеральное ведомство по охране окружающей среды выступают за строгие экологические стандарты. Они подчеркивают, чтобы добыча в глубокой воде была допустимой, надо защитить уникальную экосистему, придумать, как минимизировать последствия для морской флоры и фауны. Промышленность, особенно объединение BDI, призывает правительство активнее включаться в разработку международных правил, так называемого майнинг-кода, и готовить пилотные проекты. Германия видит шанс не просто добывать сырье, но и стать лидером в технологиях экологически щадящей добычи, что укрепит ее независимость от импорта. Но есть и серьезные вызовы. Пока не ясно, каким будут последствия для морской среды, кому принадлежит контроль над этими зонами и сколько времени потребуется на создание устойчивых технологий. Германия и другие страны настаивают, добыча может начаться только когда правила будут четкими, экологические риски минимизированы и экономика не будет страдать от побочных эффектов. И еще важная новость. В Германии правительство под руководством Фридриха Мерца планирует ввести, внимание, новое правило, которое должно увеличить чистую зарплату миллионов работников. Суть реформы в следующем. Надбавки за сверхурочную работу станут частично освобожденными от налогов. То есть, если вы работаете сверх договоренности рабочего времени, например, сверх 34 часов в неделю по тарифу или сверх 40 часов для работников без тарифных соглашений, бонус, который платится за эту дополнительную работу, не будет облагаться налогом. Важно здесь понимать, освобождение это не относится ко всей оплате сверхурочной работы, а только к самой надбавке поверх базовой ставки. То есть зарплата за обычную сверхурочную работу остается налогооблагаемой. По данным Института исследования рынка труда и занятости, в 2024 году в среднем работники выполняют около 28,2 сверхурочных часов в год, и большая часть этих сверхурочных либо оплачивается слабо, либо вообще не компенсируется. Рассмотрим пример. Если человек получает брутто зарплату 3000 евро, за год отработал 28,2 сверхурочных часа, при новой налоговой льготе он мог бы получать примерно 60-70 евро больше на руки. Но есть и нюансы. Часть ставки для тех, кто работает по неполной ставке, вероятно, не получат выгоды. А женщин это может коснуться еще сильнее, так как среди не полностью занятых они составляют, я вам рассказывал, значительную долю. А дальше, как всегда, еженедельный рейтинг партий. В Германии партия «Альтернатива для Германии» АДГ вновь обходит блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза ХДС-ХСС в одном из ведущих опросов. Согласно исследованию Института Ипсос, опубликованному в сентябре, «Альтернатива для Германии» АДГ получила поддержку 25% респондентов, тогда как ХДС-ХСС 24%. Это худший результат для союза партий ХДС-ХСС за последние 5 месяцев. Порождают внимание и другие данные. Социал-демократическая партия СДПГ остается третьей по популярности с 15%. Партия «Левые» и «Зеленые» прибавили по 1% пункту и теперь имеют по 12% каждый. Союз Аре-Вагетнех упал до 4%, ниже вхождения в Бундестаг, а Свободно-демократическая партия стабильно держится на уровне 3%. Этот опрос отражает рост популярности альтернативы для Германии АДГ на фоне снижения доверия к традиционным консервативным партиям ХДС и ХСС. Многие комментаторы отмечают, что именно в период неопределенности и недовольства властью электорат ищет альтернативы.
А дальше обзор новостей автопрома Германии. В Германии компания Mercedes-Benz показала на автошоу новый электромобиль GLC, полный электрический вариант своей популярной модели CUV. Это не просто очередная версия. Автомобиль получил обновленную платформу, новую программную начинку и модернизованную бортовую электронику. Для Mercedes этот запуск имеет стратегическое значение. Концерн испытывает растущее давление как со стороны конкурентов, так и из-за требований рынка. Электромобили становятся нормой, вырастает ожидание по части технологий и уровня программного обеспечения. Интересно, что новый GLC должен продемонстрировать, что Mercedes способен догнать лидеров электромобильного сегмента и вернуть себе имидж бренда, который задает стандарт. Важными моментами в электромобиле стали улучшенная автономия, обновленные ассистенты водителя, более надежная и отзывчивая мультимедиа. Однако запуск не лишен рисков. Новый GLC должен понравиться рынку, цена, качество сборки и уровень инноваций будут решающими. Если Mercedes не удастся впечатлить потребителей, попытка наступления в сегменте может обернуться большими затратами без значительной отдачи. И это еще не все. В Германии час назад, в четверг, сегодня, 11 сентября 2025 года, состоялся ежегодный федеральный день оповещения. Это одно из масштабных испытаний системы оповещения населения на случай чрезвычайной ситуации, природных катастроф, аварий или угроз национальной безопасности. Тестовый сигнал был дан в 11 часов утра. Оповещение началось с федерального уровня через так называемую модульную систему предупреждения. Затем сигнал поступил на радио, телевидение, смартфон и через приложение системы вроде Nina или Catphone. Местные органы власти подключают громкоговорители сирены, где они установлены. Окончание теста произошло в 11 часов 45 минут. Что нового в этом году? Была испытана система Automatic Safety Alert. Новая технология оповещения через цифровое радио DAB+. Цель, чтобы предупреждения могли работать даже при сбое мобильных сетей или интернет. И важно, участие в федеральный день тревоги добровольно для каждой коммуны. Не все муниципалитеты подключены. Также не все устройства или смартфоны получают предупреждение одинаково. Многое зависит от технической совместимости и настроек. Цель всего этого – проверить, работают ли все каналы оповещения надежно, выявить слабые места и убедиться, что граждане знают, как реагировать при реальной опасности. И еще одна интересная новость. В Германии вновь активизировалась дискуссия по поводу системы возврата бутылок с депозитом, так называемого Pfand. Опасения вызваны тем, что многие многоразовые бутылки все чаще просто выбрасываются вместо того, чтобы их сдавать. Люди считают, что текущие ставки залога Pfand на стеклянные многоразовые бутылки слишком низкие, например, 8 центов, и это не мотивирует к возврату. Инициатива требует справедливого и единого залога на все виды бутылок и банок, как это делают в Австрии. Основатель Fritz Cola Мирка Вольф Викер заявил, что нужно повысить Pfand для стеклянных многоразовых бутылок, чтобы люди не попросту оставляли их на улицах или в парках после использования. Исследования ЕГОВ показывают, около 70% населения и 75% тех, кто собирает залоговое сырье, поддерживают идею установить единый депозит на все бутылки и банки. Проблема, по мнению экспертов, в том, что при нынешнем залоге люди предпочитают собирать банки или пластиковые бутылки с более высоким вознаграждением, а стекло остается нерентабельным для сбора. Это снижает долю многоразовых упаковок на рынке. Министерство и производители пока не выдвинули единого предложения по изменению, но давление со стороны общественности и экологических организаций растет. Если ставка Pfand будет увеличена и установлены единые условия возврата, то экологический эффект может оказаться значительным. Меньше мусора, больше переработки и больше правильной утилизации бутылок и банок. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.